Не так давно я рассказывал вам о том, что получил посылку с саженцами из питомника и рассказал про лимон Мейера, пообещав, что про остальные саженцы расскажу чуть позже. Одним из растений, которые были в этой посылке, всем нам хорошо известный лавр благородный. Мало того, что красивый, потому что вечно зеленый, мало того, что полезный, мы можем употреблять его в пищу, и, кстати сказать, не только, но еще и крайне неприхотливый. Одно из лучших, на мой взгляд, растений для выращивания в контейнере. Когда я взял в руки и стал осматривать саженец лавра благородного, я с удивлением обнаружил, что это не укорененный черенок. Вот раньше я у себя выращивал укорененные черенки лавра благородного. А это множество сеянцев. Тут штук 12 я их насчитал. Каждая вот эта веточка – это отдельное растение. Поэтому я сразу принял решение, что, во-первых, его нужно пересадить в большую емкость, но его можно разделить. Я просто грубо, механически разорвал вот этот саженец на две части. Пересадил, у меня теперь их два, как видите, пересадил в большие контейнеры. И так они у меня будут зимовать. Я думаю, они хорошо перезимуют. У меня есть опыт выращивания лавра благородного. А весной, вполне возможно, если все будет нормально, я разделю его еще на несколько частей. Почему я говорю, что лавр благородный – это идеальное растение для выращивания в контейнере? Да потому что он крайне неприхотлив. Во-первых, он засухоустойчив. То есть, в принципе, вы можете пропустить по невнимательности полив, ничего с ним не произойдет. Хотя, по моим наблюдениям, я выращивал лавр благородный, несколько лет точно. Воду он все-таки любит. Когда он получает достаточное количество воды, когда вы поливаете его регулярно и правильно, вот эта зеленая масса, конечно, нарастать будет гораздо лучше. Но ни в коем случае он не полюбит, если вы будете его заливать. Если вот здесь в корнях вода будет застаиваться. Поэтому очень важный момент – правильно подбирайте почву для наполнения контейнера. Мой совет, опять же, на основе моих наблюдений, самый лучший вариант – это покупная почва. Почему? Как правило, она делается на основе каких-то волокнистых материалов. Либо это верховой торф, либо, как здесь в Германии, это растительные остатки, компост, попросту говоря, куда добавляют специально всякие разрыхлители. Вермикулит, агроперлит, древесную кору, измельченную на волокна. Вот все это делает этот грунт самым подходящим. Влага в нем ни в коем случае не застаивается, воздух корням поступает, но при этом влага сохраняется достаточно долго, что для растения благоприятно. Опять же, вот такие грунты покупные, они, как правило, удобрены, в них добавлены специальные удобрения. На первое время для саженца хватит. Опять же, кислотность таких покупных грунтов, pH тот самый, как правило, в районе нейтрального. Хотя лавр благородный, опять же его отличительная черта, может расти и на слабокислых почвах, и на нейтральных, и на слабощелочных. Очень неприхотливое растение. Вот я сказал про удобрение, сказал, на первое время хватит. Мы лавр выращиваем для чего? Конечно, для того, чтобы лавровый лист использовать в борщ, к примеру. Поэтому нам нужен, скажем так, биологически чистый этот продукт. А те добавки, которые добавляются в покупные грунты, они на химической основе. Нам они не хочется их использовать. Поэтому на первое время хватит. Затем при последующих пересадках нужно подумать о том, как создать вот такую рыхлую почву самостоятельно. Это может быть кокосовый субстрат, хорошо промытый, верховой торф с нейтрализованной кислотностью. В общем, грунт надо научиться создавать для него самому, чтобы он был рыхлый, чтобы он хорошо пропускал через себя воду. Но обязательно саженцы лавра нужно в теплый период чем-то удобрять. Если вы собираетесь использовать его в пищу, желательно использовать какие-то биоудобрения. Либо это могут быть биопродукты, биопрепараты так называемые, где живые бактерии мы вносим в почву, они там делают свое дело, пополняя питание вот этого растения всем нужным. Либо же использовать такие продукты, как биогумус жидкий, например, покупной. Либо, если вы сами делаете травяную бродилку, вы можете сделать правильно, правда, жидкие растворы навоза или куриного помета. Естественно, растения расти будут лучше, но при этом будет биологически чистым. А когда, с какого возраста лавр можно уже начинать обрезать и использовать для изготовления того самого лаврового листа? Насколько я знаю, в промышленном производстве лаврового листа примерно 3-4-летние кустики начинают уже обрезать. Полностью обрезается ветка, оставляется внизу только 1-2 почки. Вот эта обрезанная ветка закладывается на сушку в специальное помещение. Потом, когда листья высыхают, их обрывают, сортируют по размерам и уже зафасовывают. То же самое, в принципе, надо делать и у нас. Такую обрезку проводят зимой, как правило, в декабре. Как я сказал, обрезая, оставляя 1-2 почки внизу.
Кустику, в принципе, это пойдет только на пользу. Эти почки проснутся, и на следующий год, если будете правильно поливать его, будете его удобрять правильно, количество веток будет только увеличиваться. И такой будет небольшой, компактный, но при этом с большим количеством вот этих лавровых листьев куст. Напомню, что при контейнерном выращивании растений, и лавра благородного в том числе, пересаживать его рекомендуется приблизительно раз в год. Постепенно, обязательно постепенно увеличивая размер этого самого контейнера. Увеличивая и глубину, и ширину. Так будет правильно. Ну, конечно, вопрос про зимовку очень важный, особенно для Украины, где хочется лавр выращивать, где я знаю, что его выращивают люди. Как же он должен зимовать? Ну, идеально. Для него было бы температура зимовки плюс 10, плюс 15 градусов. Ну, грубо говоря, как он зимует на Средиземноморье. Как у нас это обеспечить? Ну, найдите такое помещение, где есть такая температура. Она может быть, конечно, немножко ниже, ничего страшного. Главное, чтобы не промерзала. Ну, при этом света, в принципе, много не надо. Чем ниже температура зимовки, тем меньше света нужно растению, в том числе и лавру. И вот тут у лавра еще одно преимущество перед другими контейнерными растениями. Расти он может как на солнце, так и в тени. Конечно, на солнце лучше, но тем не менее и в тени он расти может. И вот тут это большой плюс для нас, если мы собираемся, чтобы он зимовал у нас на подоконнике где-то. В принципе, это возможно. Но если будет слишком высокая температура, то он будет расти. Конечно, света будет все-таки ему маловато. Если же сможете найти такое место, где температура будет низкой, ну, как я сказал, плюс 10, плюс 15 градусов нормально, то, в принципе, и света понадобится ему немного. Здесь у меня, ну, температура, скажем так, сильно не опускается. Вообще критическая для него температура считается минус 12 градусов. Но это в открытом грунте. И то эти минус 12 на короткий промежуток времени, чтобы почва ни в коем случае не промерзала. Для контейнеров, естественно, эта температура будет немножко другой. То есть я думаю, что и минус 8, минус 5, наверное, даже будут для него опасны. Потому что в контейнере объем маленький, промерзать он будет быстро. Поэтому у меня здесь он будет зимовать на улице. Но когда я буду видеть, что приближаются морозы, когда наступят эти морозы, я, конечно, буду заносить его в помещение. Не в жилую комнату, а в мастерскую. Там температура как раз и будет где-то плюс 10, плюс 15 градусов. Там просто очень темно. Поэтому я не хочу, чтобы он там все время зимовал. Поэтому будет зимовать на улице, туда только в такие критические моменты я его буду заносить. Ну и в конце концов вы можете провести такой интересный своеобразный эксперимент. Дело в том, что я знаю в Украине людей, которые выращивают лавр благородный в открытом грунте, несмотря на морозы. Да, климат теплеет, безусловно, зимы становятся теплее, но климат непредсказуем. Вполне возможно, что обычные минус 20 для Украины снова вернутся. Итак, как же нужно выращивать? Вы высаживаете саженец в открытый грунт. Перед наступлением зимы вы, как я сказал, коротко его обрезаете, оставляя 1-2 почки внизу. И вот этот вот коротко обрезанный саженец широко, очень важно, широко и как следует укрываете. Это может быть агроволокно, сверху насыпанные какие-то листья, обязательно сверху пленка, чтобы это не замокало. Вот в таком состоянии у саженца есть шансы перенести зимы. Но, повторюсь, минус 20 может вернуться в Украину. Поэтому, прежде чем проводить вот такие эксперименты, сделайте себе несколько саженцев, чтобы у вас всегда была подстраховка. Если тот, который высажен в открытый грунт, погибнет, у вас будут запасные, для того, чтобы и дальше с ними экспериментировать и быть вот с этим замечательным продуктом, лавровым листом. Ну вот, пожалуй, на сегодня все. А, да, еще один саженец был в посылке, сейчас покажу. Вот он, этот третий саженец. Ну, по листьям вы, наверное, поняли, что это инжир. Мне обещали хороший сорт, который хорошо подойдет именно к этой местности. Дело в том, что осень в этом году выдалась переменчивая. Теплые дни сменяются очень холодными. И вот тот инжир, который растет здесь на участке, только-только у него начинают набухать первые фиги. Я, конечно, надеюсь, все-таки хоть несколько штук съем, но большую часть урожая вряд ли, потому что скоро наступят настоящие холода. Вот этот сорт должен подойти лучше. Я его пересадил уже в больший контейнер. Листики у него уже пожелтели, он их потихоньку сбрасывает, готовится к зиме. Показывать особо сейчас нечего. Надеюсь, он нормально, хорошо перезимует. И уже в следующем году, весной, я сниму про него, про этот сорт, полноценное видео. Ну а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго.